Кто тут красавчик? Вы тут красавчики. Набили лайков так быстро, что я даже не ожидал, собственно, под предыдущим видео про капитальное улучшение жизни за 0, 100 и 200 долларов. И вот, собственно, как и обещал, все бросил, сел писать новую серию. Теперь это, правда, будет 6 советов, чтобы быстрее не кончилось шоу, чем как бы хотелось бы. Но, с другой стороны, самих советов все равно будет больше, потому что ваши комментарии, те советы, которые вы пишете, они тоже будут попадать в видео, как и обещал, с указанием авторов. Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. Добро пожаловать в клуб «Денег достаточно». Я Артем Галухин, и если вы хотите устроиться в этой жизни без чрезмерного самонасилия и прочих вибраций со вселенной, то вы попали по адресу. Присоединяйтесь обязательно к клубу на Бусти, ссылка в описании. Так вы можете и поддержать канал, и попасть в закрытые чатики, и еще и контент видеть раньше и больше. Кто не подписался на канал здесь на YouTube и не поставил колокольчик, я не виноват, сами все пропустите. И давайте, собственно, приступать. Как же можно капитально улучшить жизнь за 0, 100 или 200 долларов? Я расположил 6 идей в порядке возрастания крутости. Так что смотрим до конца, весь самый сок в конце. Да, советую запастись листочком с ручечкой или хотя бы в телефон, записать, может быть, 1, 2, а то и 3 идеи, которые вам понравятся, и реализовать их, тем более, что реально часть из них бесплатно можно пойти и сделать без всяких вложений вообще. И начнем, собственно, с ваших предложений, которые вы написали в комменты. И первое... Это замечательный способ разнообразить жизнь, добавить в нее красок, это кого-нибудь завести. И если завести любовь, это задачка такая довольно амбициозная, и в целом возможно, что все даже к этому так или иначе хотят однажды в жизни прийти, то завести друга — это задача уже немножко попроще. Хотя тоже, как в комментах обсудили, иногда это задача со звездочкой, потому что когда ты становишься старше и перестаешь попадать во всякие рандомные коллективы из незнакомых тебе людей, то повода даже завести знакомство уже не так-то и много как-то. И если же с людьми не клеится, есть братья наши меньшие, животные. Тоже, конечно, надо понимать, что животные — это не игрушка, это большая ответственность, в некотором смысле ограничения. Мы в свое время так завели ворону, вот, можете ее увидеть на фотографии, зовут Перуша. Очень по нему скучаем, вот у нас здесь есть плюшевый друг тоже, которого зовут Пакита. Он в некотором смысле скрашивает нашу тоску по Перуше. Следующий коммент от пользователя Павла Иванова. Уж не знаю, тот ли Павел Иванов, с которым мы давно знакомы, независимо от этого жму руку. Здесь целый набор из различных советов. Те, которые под номерами 5, 6 и 7, прям вообще аж уже философские и заслуживают каждый прям отдельного разбора в формате целого видео. А что касается совета про сон, то тут, во-первых, отсылаясь к предыдущему видео, да, купить матрас и спать еще и с супер кайфом — это прям next level, несмотря на то, что, по сути, сон — это вроде как базовая потребность у нас, буквально животное, но, тем не менее, именно от него, да, очень много удовольствия можно получить. Еще один совет, к которому на 100% присоединяюсь, звучит как купить качественную акустику и получать больше кайфа от жизни. И да, музыка, она реально такая интересная сущность, которая в любой момент времени может либо усилить наши эмоции до прям какого-то запредельного уровня, либо, наоборот, придать нам нужное настроение в зависимости от того, какую музыку вы выберете. Если акустику прям в формате колонок купить за 100 долларов может и не получится, то наушнички хорошие, качественные или плеер какой-нибудь вполне себе можно. На этом с вашими советами здесь заканчиваем. Пишите новые, как бы они будут появляться в следующих выпусках видео. И давайте переходить к советам, которые приготовил для вас я. Итак, 6 место, категория 100-200 долларов, потому что, разброс тут довольно большой. Я предлагаю купить проектор. Вдогонку к предыдущему тейку про купить акустику, вот купить проектор тоже интересная очень тема, потому что, вот может вы сзади видите, если логотипчик, он тоже проектором светится, у меня у самого, то есть проектор есть. Люди сняли огромное количество просто супер крутых всяких разных под разное настроение и любой вкус фильмов, которые каждый посмотреть, это можно прям массу эмоций получить. А на проекторе это еще и смотрится так довольно лампово, то есть прям более такое теплое, что ли, чувство. Даже если сравнить вот с большим телевизором, на проекторе, даже на плохом на самом деле, оно как-то прикольнее смотрится, на мой взгляд. И если помните, в прошлом видео я советовал выкинуть шкаф, вот, возможно, как раз освободившееся место на стене, по крайней мере, в том числе, можно было бы отдать под домашний кинотеатр. Хорошая же идея, как по мне. Тут вот в чем прикол основной и затык вообще с проекторами обычно. И у меня такой был, и, может быть, я сейчас вам немножко облегчу принятие решения, собственно, об его покупке. Когда начинаешь читать вот эти вот технические характеристики, погружаться в то, какие они бывают, быстренько приходишь к тому, что там все пишут, надо обязательно купить там проектор 4К разрешения, 3D какого-то там с крутым качественным экраном, blackout шторы и акустику 5.1, супер топовую хай-эндовую какую-то. Но на самом деле, да, ты потом начинаешь смотреть, сколько все это стоит, и офигеваешь просто от того, сколько надо денег потратить, и сразу отпадает всякое желание как бы собирать такой дома кинотеатр. Вот этот проектор, про который я говорю сзади на фоне, это маленький вот такой вот размером проектора от Asus, он стоил каких-то вообще невеликих денег, он в целом портативный, мобильный, то есть его можно, по идее, от батарейки даже, он там работает какое-то время. У него даже разрешение
не Full HD, то есть там 780p, но сколько раз он нам вот с Леной облегчал прям жизнь, радовал, когда сидишь дома. Ну и вот если белые стены, например, как здесь у нас в квартире, можно прямо на стену им светить. И несмотря на то, что качество у него вроде бы низкое, его вполне достаточно, чтобы вот лежать на кровати и перед собой делать экран и кайфовать от просто фильма, который ты просматриваешь. Это я к тому, что на самом деле не так-то дорого и стоит. И если сбить свои требования и не гоняться там по теме каких-то циферок, которые вы все равно, скорее всего, не ощутите прям вот настолько, насколько оно дороже, то можно и пойти на сайтах бэушные купить какие-нибудь, и оно и встанет недорого как бы, и радости вам столько принесет, что, ну, точно отобьется. И, кстати, если купить матрас, можно все выходные не вылезать из кровати и смотреть фильмы прямо на стене. Совет номер 5. Я советую вам прочитать книгу. Отношу это в категорию 0, потому что, ну, в целом, $100 она точно не стоит. Там, сколько, 1000 рублей на красная цена. А то и можно бесплатно найти, если нет возможности купить. И книжка эта замечательного писателя Даниэля Канемана. Он также нобелевский лауреат. К сожалению, не так давно он умер. Правда, дядька до 90 лет дожил, так что что-то, наверное, знал. И книжка называется «Думай медленно, решай быстро». В книжке прикольно разбирается, откуда в нас вообще, в людях, эта тема с верой в волшебство, в какие-то волшебные таблетки, в легкие решения. А еще, например, почему мы иногда неправильно немножко оцениваем ситуацию, то есть сэкономить 50%, когда речь идет о пакете молока, для нас почему-то очень важно, и мы будем стоять в очереди, там, драться буквально за этот пакет, а сэкономить 100 или 10 долю процента на автомобиле, который мы покупаем, нам почему-то становится неважно, потому что кажется, что это ерунда относительно стоимости покупки, хотя сумма, которую экономим, она этих пакетов молока закроет нам там на всю жизнь с лихвой условно. В общем, если осмыслить все, что вообще изложено в этой книжке, то жить станет проще, интереснее и веселее. То есть в какие-то моменты вы себя будете ловить на том, что действуете рефлекторно и инстинктивно скорее, чем осмысленно и разумно. На 4-м месте у нас совет купить комплект трекинговой одежды и отправляться навстречу приключениям. $200 тут цена. Скорее всего, дешевле это не особо получится, потому что профессиональная трекинговая одежда стоит довольно дорого. Да, конечно, здесь есть вариант сэкономить, если купить на барахолке, там, на Авито условно, бэушный комплект, тем более, что профессиональная именно трекинговая одежда, она довольно износостойкая, и здесь история не такая, что вы, типа, ее постираете, она у вас превратится, ну, в тряпку в половую. У меня тут своя есть история. Я в 2012 году работал промышленным альпинистом и ездил в командировку в такой северный городок за полярным кругом, называется Ковдор. Как бы компания, в которой я тогда работал, нас туда постоянно гоняла, в том числе и зимой как-то раз я ездил в командировку, зима там довольно суровая, и чтобы мы там все не перемерзли и могли нормально работать на условиях на улице, собственно, да, минус 30-градусный мороз, нам всем купили комплекты одежды. Есть такой российский замечательный производитель Севера. Этот комплект одежды у меня до сих пор живой, я его и на работе использовал, там, на стройке, и в путешествия в нем ездил, и в походы ходил, и до сих пор он немножко, конечно, потерял форму, но свою функцию выполняет, и до сих пор он очень приятный в носке. Обычно такой комплект состоит из, типа, термобелья, это то, что нательное белье называется, и что-нибудь типа штанов, кофты, и бывает еще верхний слой, типа пуховик и ветровка. Ну вот самых верхних у меня не было, у меня то, что до кофты, до мяконькой. Если вы обзаведетесь подобным комплектом, прям гарантирую, вы будете жить от выходных до выходных и ждать, куда бы еще его можно сносить. Ну, настолько прикольно в нем себя ощущаешь, и вот это вот ощущение от того, что независимо от погодных условий ты себя все равно комфортно чувствуешь, оно дорогого стоит. Есть, конечно, здесь парочка нюансов, минусов таких своеобразных. Первый заключается в том, что, как и любая спортивная одежда, когда ты начинаешь в ней ходить, вот этот вот комфорт, он тебя затягивает, и можно проглядеть, например, кто как заплываешь жиром. У меня такое было. Если условные джинсы, они тебя сразу начинают сжать, когда ты разрастаешься, то спортивная одежда, в ней можно утонуть. Вот, второй же минус, очевидно, да, он связан с ценой. Одежда эта, к сожалению, довольно дорогая, но, с другой стороны, он замечательно компенсируется тем, что эта одежда и жить у вас будет довольно долго. 10 лет, если бы я пытался все эти годы покупать какие-то другие шмотки для того, чтобы там жечь костры в лесу и тусоваться там где-то по снежному сосновому бору ходить, да, то я бы больше гораздо денег потратил, чем оно тогда стоило. На 3-м месте сегодня у нас расположился совет за $100. На самом деле он, скорее всего, дешевле, так как не бесплатный. Я его все-таки записываю в $100, и совет этот замутить себе ортопедические стельки. В том видео я уже советовал купить хорошие, удобные кроссовки, желательно беговые или трекинговые. И вот давайте разовьем тему заботы о собственном здоровье, о своих ноженьках, дать им больше любви, потому что
Это начало вашего скелета, это причина, по которой вы можете его надольше сохранить или побыстрее уничтожить. Тем более, люди часто не задумываются о том, что у них есть какие-то проблемы с походкой, хотя они у большинства-то людей есть. И если вы, например, возьмете свою обувь, и она у вас стоптана как-то несимметрично или, очевидно, с одной стороны больше, то, скорее всего, вам такой совет будет очень даже полезен. Я сам еще не добрался до ортопедических стелек, но Лена, собственно, у меня жена и соавтор канала, она уже успела себе их заказать, ну, ей назначил врач, собственно, и говорит, что очень-очень круто. Жизнь играет новыми красками, и когда они вставлены еще и в беговые кроссовки, ходить становится прям супер замечательно. Все подобные советы, которые связаны со здоровьем, они всегда как бы гарантированно меняют вашу жизнь, причем вот от момента, когда вы их применяете, и до куда-то бесконечности. То есть, чем раньше вы заботитесь о здоровье, как бы это ни звучало по-старперски, да, тем дольше оно вас будет в обмен радовать. А здоровье — это главный, наверное, источник в долгосроке счастья вообще в нашей жизни. Рубрика «Скуфу на заметку». Ну а что поделать, жизнь такая. Чем раньше вы поймете, что вы оскуфливаетесь, тем дольше вы сможете жить скуфом, а не старым скуфом. На почетном втором месте сегодня у нас обретение навыка. Стоит оно 0 рублей, 0,0 копеек, 0 долларов, 0 тугриков. И я предлагаю научиться слепой печати. Причем не просто слепой, как вам видится, а именно слепой десятипальцевой. Вот именно того, как, собственно, задумана клавиатура, чтобы вы ее использовали. Конечно, не все вообще используют клавиатуру. В наше время, в принципе, многие даже в интернете сидят с того же телефона, и, в принципе, там никакой слепой печати не предусмотрено, да, в современных, по крайней мере, смартфонах. Вот, но если вы пользуетесь клавиатурой в ноутбуке или в компьютере, или там отдельно и выносной, прям очень настоятельно рекомендую вам освоить это, потому что оно, очевидно, спасет вам прям много-много времени, потому что гораздо быстрее, да, думать, о чем вы пишете и печатать не глядя, чем сидеть там, выбирать эти буковки в клавиатуре, где какая находится. Возможно, это даст вам прям мотивацию заняться чем-то новеньким. Вот, например, я программист, и мне понятно, что этот навык был прям необходим. Причем и на русском, и на английском я должен вслепую быстро уметь печатать, чтобы думать не об этом, не о том, как печатать, да. Вот, а может вы, например, решите стать писателем. Может, вам хотелось всегда написать книгу, и вас останавливает в основном то, что это, ну, тупо долго, если не умеешь печатать вслепую. Да, тут, кстати, тоже навык из разряда тех, которые чем раньше вы освоите, тем больше эффект его накопительный за всю жизнь у вас будет. То есть тем больше времени вам оно сэкономит, тем больше возможностей вам оно даст. Сейчас я, например, пишу сценарий, и тоже я успеваю думать и параллельно печатать. Причем если я сяду писать рукой что-то, мне это будет занимать больше времени, чем именно печатать. Здесь в чем проблема основная? В том, что кажется, что это довольно сложный в освоении навык, потому что если вы открываете клавиатурный тренажер, начинаете там пальцы как-то корючить, пытаться там мизинцами нажимать на всякие далекие клавиши, поначалу это кажется очень тяжелым, и у вас, возможно, уже есть какие-то привычки, скорее всего, что вот вы вот каким-то там пальцем одним-двумя все нажимаете. Но поверьте мне на слово, если вы месяц позанимаетесь вот по вечерам по 15 минут в клавиатурном тренажере, то уже через месяц вам сильно-сильно прям легче станет. То есть там есть какой-то момент, когда вы бабах и перестраиваетесь. А дальше, на самом деле, там не надо бесконечно прям заниматься. Дальше вы просто поддерживаете навык, используете его, и он автоматически сам прокачивается. Еще забавный плюс такой, который... Ну, вот у меня, например, есть ноутбук на винде, на котором я играю. Вот так как я его купил в Таиланде, на нем только две раскладки. Одна английская, а другая тайская. И тем не менее, я могу на нем печатать по-русски, потому что просто я знаю, где какие клавиши находятся. В общем, всем советую. Навык из разряда вот сегодня получил, всю жизнь используешь. Прежде чем продолжить и перейти к самому жирному на сегодня совету, напомню, ваши лайки, ваша поддержка — это наше топливо, в том числе мотивация делать что-то новое. Довольно быстро вы накидали 100 лайков к прошлому видео, мне аж пришлось опять откладывать видео про исследование инвестиций в недвижимость, которое я не знаю теперь, когда запишу. Тем не менее, в этот раз, если накидаете 300 лайков, то бросаю все, сажусь записывать следующий выпуск. Кто не подписался, я не навряд пропустите самый-самый жир, и если есть возможность, монеткой и желание нас поддержать, то переходите по ссылке в описании на Boosty, на вас, собственно, этот канал и держится. Присоединяйтесь к клубу, давайте там уже знакомиться, общаться, в чатике добавляйтесь, будем в более интимной атмосфере общаться, чем здесь на YouTube в комментах. И на первом месте сегодня Царь Совет. Несмотря на то, что стоит оно $200, но вот это тот совет, который прям каждый копеечку, каждый рубль свой отобьет, и я предлагаю пройти курс ораторского мастерства. Помимо того, что это сам по себе навык говорить публично, он довольно полезный, но вот этот курс, который я конкретно проходил, это вообще один из самых крутых опытов, которые я испытывал за последние, там, не знаю, сколько даже лет. Я проходил, тут не реклама, собственно, бесплатно просто упоминаю,
ваш выбор, куда идти, туда или не туда. Но я ходил в школу «Король говорит». У меня там был преподаватель Денис Мейрович. Специально перед записью сценария зашел на их сайт, посмотрел. У них там написано, что типа было 30 с чем-то тысяч рублей и зачеркнуто и 20. Ну, то есть я смотрю, в $200-то попадает в категорию. Поэтому сюда видео включил. Ну, тут вот в чем прикол. Во-первых, ну, не нужно к этому относиться как вот типа, если я не хочу публично выступать, там на сцене всем рассказывать, то мне это и не нужно. Я видел там очень разных людей. Туда приходят и мужичок взрослый, которому на день рождения подарили, например, этот курс. Он там сам на заводе, может, где-нибудь работает, но тем не менее. И люди есть, которые просто самооценку хотят поднять и уверенность в себе получить, они идут на этот курс. Есть инфлюенсеры там из Инстаграма, которые продают там какие-нибудь свои курсы. Есть предприниматели, которые хотят завести там свои каналы на YouTube. В общем, народ собирается самый-самый разный. И прикол конкретно вот этого курса, не знаю, как другие устроены, в том, что вот эту вот толпу народу, вас там разновозрастных людей, взрослых там дядек и тетек, сталкивают вместе и начинают всякие хаотичные, быстрые какие-то ситуации, в которых вы вынуждены в таком полустрессовой атмосфере, в такой друг с другом общаться, как-то взаимодействовать, решать какие-то задачи, и это очень прикольно, это расковывает. Я видел, как люди на моих глазах менялись прям кардинально, хотя курс, буквально он там 8 или сколько, я не помню, или 4 даже занятия, ну то есть там за месяц или за 2, ты прям меняешь свое сознание. В том числе на меня это очень сильно повлияло. То есть секрета ради я вам просто расскажу, что я вот вам сейчас тут на YouTube вещаю, да, больше года уже этот канал существует. Но чтобы его запустить, вот, во-первых, очень сильный пинок для меня был вот этот курс, который я прошел. Но даже после него я его не сразу запустил, а вообще начал первое видео снимать еще аж в 2016 году. То есть представьте, сколько лет мне понадобилось на то, чтобы прийти и все-таки начать выкладывать видео, поверить в себя, перестать там побороть свои всякие разные страхи, вот эти вот, что люди подумают. Ну и вообще, кстати, я шел на курс в основном, чтобы побороть вот этот вот страх, что люди подумают. Что я подумал, ну, если уж научиться ораторскому мастерству, я не ожидал, да, что там будет, то, наверное, поборю. И да, поборол. Поэтому, собственно, и вам сейчас советую настоятельно пойти и пройти. Это тоже навык из разряда сегодня получил, и вся жизнь у тебя прям меняется кардинально. Там учат общаться и просто, ну, с людьми, не обязательно в публичном поле. А это навык, который, ну, без преувеличения один из основополагающих для любого человека. Так уж получилось, к сожалению, что многие из нас общаться, ну, нас не учили этому в школе, поэтому мы просто не умеем. А подобные курсы — это возможность научиться. В этом видео мы с вами разобрали еще 6, вот столько, способов улучшить свою жизнь за $200, за $100 или вообще на халяву. А еще бонусом ваши советы сюда попали. И, собственно, напомню, если хотите, чтобы ваши советы попали в какое-то другое видео, или, возможно, ваш комментарий попадет по ситуации совсем в видео на другую тему, то не стесняйтесь, пишите в комменты. Тем более я всех читаю, всем отвечаю. Каждому из вас благодарен. Если хотите продолжить марафон полезного контента, вот вам видео на выбор. И с вами был Клуб Денег Достаточно. Я Артем Галухин. Пока-пока.